Всем привет! Вы на канале Руди Фокс. И сегодня я предлагаю вашему вниманию топ-10 наших компьютерных игр для Apple Macintosh 90-х. Old School. Все мы родом с детства, поэтому нет слишком взрослых людей для отдыха и развлечений. Компьютерные же игры являются неотъемлемой частью технологий, без которых мы уже не в состоянии представить современную жизнь. Не то чтобы жизнь закончилась с внезапным вымиранием компьютеров, просто слишком многое теперь нас связывает с ними. Итак, 10-й номер нашего топа – Лемминги. Как и большинство игр для Мака, она идеально вылизана от музыки до графики. Маленькие полярные грызуны идут дружной толпой неведомо куда. И что было бы с ними, если бы не их бессменный руководитель и боевой товарищ? Вы всегда проложите тропу, выроете нору и сделаете все для того, чтобы вывести своих собратьев на новый уровень их возможностей. Девятый номер нашего топа – игра Prince of Persia, Принц Персии 92 года. Компьютерная игра в жанре платформера, основной чертой игрового процесса которого является прыгание по платформам, лазание по лестницам, собирание предметов. Все происходит в Персии. В отсутствие султана, находящегося на войне, великий визирь Джафар пытается захватить трон. Пленив пленницу, дочь султана, он пытается склонить ее к браку, чтобы узаконить свое восхождение на трон. Задача же главного героя, то есть игрока, в том, чтобы сбежать из тюрьмы и спасти принцессу до того, как истечет ее время. На пути встречаются злые слуги Джафара, проваливающиеся плиты на полу, острые как бритва колья. Задача выжить не из легких. В конце игры «Принц Персии» нашего героя ждет долгожданная награда. Восьмым номером нашего топа является игра Arcade Racing 95 года. Гонки. Это первые гонки в моей жизни на спорткаре, на Формуле-1. Что еще тут сказать? Ах да, чтобы установить игру, понадобилось более 10 дискет, последовательно вставляемых в дисковод. Та еще морока. Зато удовольствие всегда оправдывало ожидания. Седьмым номером нашего топа идет игра FA-18 Hornet. Симулятор американского палубного истребителя, бомбардировщика и штурмовика. Перед началом игры есть возможность выбора ракет и бомб, используемых для выполнения задания.
Самолет находится на вооружении ВМС США с начала 1970-х годов и до сих пор является основным боевым оружием неба. Здесь достаточно подробно проработаны различные объекты на авианосце, на земле, на аэродромах. В игре отсутствуют текстуры, но большинство любителей игр знает, что главное сам игровой процесс. Прошу за тавтологию, играбельность игры. А у какого персонажа квадратная голова или на небе квадратное солнце – это уже дело второстепенное. Лично мне больше всего доставляло хлопот взлет и посадка с авианосца, нередко приводившая к потере личного состава ВВС. Даю разрешение на взлет. С релизом FA-18 Корея, как можно заметить, несколько улучшилась графика, добавились детали. Игра в реальном времени. Присутствует смена дня и ночи. Иногда попадаются даже птицы. Когда самолет сбит, всегда есть возможность катапультироваться. Шестым номером нашего топа идет гениальная игра Alone in the Dark 1992 в жанре Survival Horror. Увидела мир на платформе macOS в 1994 году. Игра создана по мотивам произведений Говарда Лавкрафта и Эдгара По. Все началось где-то на бескрайних просторах штата Луизиана. Детектив Эдвард Карнби, нанятый коллекционером для описи имущества и приобретения антикварного пианино, стоящего на его чердаке, приезжает в особняк Дерсета, который после смерти хозяина только на первый взгляд кажется необитаемым. Но на самом деле он наполнен сверхъестественным сбродом всех мастей. Поэтому, переступая порог дома, детектив обречен на напряженные поиски выхода из него, решение загадки самого дома, страх и борьбу. Приходится идти вперед, чтобы дойти до конца и не остаться одному во тьме. По ходу игры приходится разгадывать множество квестов, а богатая библиотека особняка, содержащая книги, поведает детективу факты об истории дома. Кстати, одна из книг библиотеки – книга Necronomicon безумного араба Аль-Хазреда. Что удивительного, ведь, как я уже говорил, сама игра создана по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. Эта замечательная игра считается одним из пращуров трехмерных игр. И уже в 1993 году удостоилась высокой награды за лучшую графику и оригинальность. Авторитетным изданием Empire была включена в 100 величайших игр всех времен. Хотя лично я, зайдя на страницу издания, этого не нашел. По мотивам серии игры было снято несколько художественных фильмов. Однозначный зачет. Пятым номером нашего топа идет игра Bubble Trouble 1996 года. Золотая рыбка, пробираясь лабиринтами, собирает всякие вкусняшки.
набирая очки и борется с морскими звездами, акулами, червяками и прочими хищниками. Дополнительная напряженность создавалась нелинейным поведением этих монстров. Они плавали непредсказуемо, то медленно, а временами очень подвижно. В то время игра стала настолько умилительной, что порой мы проводили часы, играя в нее. Замечательная озвучка, красочность и в целом играбельность вывели ее тогда для нас на первое место. Игра «Барак» той же самой компании Ambrosia. Качественная, опять же играбельная, с прекрасной озвучкой. Четвертым номером нашего топа идет игра «Марафон». Первая часть увидела свет в 1994 году. Американская компания Bungie подарила миру ряд замечательных, новаторских и коммерчески успешных игр, куда вошли как сама «Марафон», «Миф», так и «Halo» Combat Evolved. Уже ставшую культовую игру «Halo» на Maxworld Expo 1999 года анонсировал сам Стив Джобс. А об игре «Миф» сегодня также пойдет речь. В далеком 2794 году человечество начинает колонизацию дальнего космоса. 7 лет назад один из космических кораблей под названием «Марафон» достиг Солнечной системы Тау, Кита, и начал ее колонизацию. Колония процветала. Главный герой, офицер безопасности, стал свидетелем нападения на нее инопланетной расы Пхор. Отсюда начинается путь по освобождению колонии от инопланетян. В начале 2000-х все старые версии игры были изданы на новом движке, и возрожденная история спасения от инвайдеров вновь порадовала фанов. Марафон. Флэшбэк. Это поистине культовая игра. Шпионский, фантастический, киберпанковый платформер. Он известен как самая продаваемая французская игра в истории. Всего за первые 6 лет истории игры она была продана тиражом почти 6 миллионов экземпляров. Это очень много для игры. Герой, сотрудник Галактического бюро расследований, однажды раскрывает заговор пришельцев, которые, его похитив, стирают ему всю память. К счастью, наш Хиро убегает. Попав в аварию на глайдере, он приходит в себя в джунглях. Найдя куб с голографической видеозаписью, он постепенно устанавливает нить расследования. Добирается к другу, который помогает ему восстановить память. Обнаружив подземную базу пришельцев, он узнает про дальнейший захват внеземными силами нашей цивилизации. Телепортируясь на родную планету пришельцев, Харк уничтожает мозг, руководящий пришельцами, и всю их планету. После чего он спасается на космическом корабле, надеясь, что кто-нибудь его найдет.
Под номером 2 идет игра Myst 3 Exile. Testament to the hatred that had consumed them once and for all. Играем на фоне заранее отрисованного окружения, называемого эпохами. В отличие от предыдущих серий игр, представляющих неподвижные картинки, в Exile использовали свободный просмотр с поворотами на все 360 градусов. Особенность игры заключается в участии настоящих актеров, внедренных в интерактивную среду. В начале, по сюжету игры, вы странник. Находите книгу под названием «Мист», где описывается остров Мист. Вдруг какая-то сила перемещает вас в этот самый мир. Здесь словно ты сам играешь в кино. Ищешь предметы, исследуешь мир, открываешь шифры, решаешь головоломки. Одним словом, игра очень полезная для головного мозга. На острове Мист в библиотеке вы обнаруживаете книги. Это ловушки, тюрьмы, в которых заключены два сына загадочного владельца острова, некоего Атруса. Его потомки обладали древним умением писать книги-миры и воплощать их в реальность. Братья просят странника освободить их. Необходимо найти разгадку этой истории и спасти не только сыновей, но и самого Атруса. Это уже третья часть серии графических квестов от первого лица Myst, которая была разработана в то время очень известной компанией Ubisoft. Очень загадочная и атмосферная игра. Кстати, исходя из истории серии этой замечательной игры, были написаны романы. И, наконец, первый номер топ-10 наших компьютерных игр для Apple Macintosh 90-х идет тактическая игра в реальном времени Myth 2 Soul Blazer. Это любовь с первого взгляда. Все, начиная от загрузки игры, саундтрека Мартина О'Доннелла с бомбезной виолончелью, муви-роликов, самого интро. И все игры — это одно сплошное вау. Итак, основная сюжетная линия «Великая война» закончилась 60 лет назад, и темный лорд Балор был повержен, а большинство его союзников были уничтожены, за исключением самого опасного — душегуба Soul Blazer. Он выжил в этой войне. Его месть неотвратима, а ярость безмежна. Он готов уничтожить весь мир, чтобы стать единственным падшим лордом, повелителем всех мертвых. По сути, игра является книгой фэнтези со всеми атрибутами, в которой наш довольно скромный отряд принимает участие. До речи, у каждого воина есть имя. Такое сближение побуждает нас особенно беречь каждого из них. Игра Myth 2
разделена на 24 уровня. Здесь можно руководить отдельными юнитами и маленькими отрядами, чтобы возглавить поход против сил тьмы. Быстро перестраивать свои юниты можно во время боя, в зависимости от ситуации на поле. Это можно осуществить, выбрав их и нажав цифровую клавишу на клавиатуре, соответствующую построению. В игре нет взаимозаменяемых видов войск. Лучники стреляют из лука, но они довольно беспомощны в ближнем бою и медленно ходят. Бегать они, кстати, вообще не умеют. Мечники работают мечом, но довольно медленно передвигаются и потому могут стать легкой добычей темных сил, холей или мечников. Гномы же отличные саперы, вообще наводят ужас как на врага, так, кстати, и на своих. Если ими не руководить, при появлении врага они могут метнуть зажигательный коктейль и в свои войска. Строить ничего не надо, вообще. Это чисто военная стратегия, в которой надо быстро принимать верные решения, правильно формировать отряды, бросаться в рассыпную, атаковать или отступать. Большущая играбельность, сюжет и отличная для того времени графика сделали ее супер успешной. Практически это одна из крутейших на тот момент и первых 3D игр. В игре присутствует мультиплеер. По сути, игра сделана по мотивам романа Глена Кука о черном отряде. На этом мы заканчиваем топ наших олдскульных игр для Мака. Надеюсь, вам понравился наш выпуск. Ожидайте вторую серию о играх, предшествующих увиденных вами сегодня, которая выйдет очень скоро.